в этом видео мы разберем с вами один из самых моих любимых сетапов в трейдинге по тренду. И если вы хотите увидеть, как это происходит в моменте, подписывайтесь в телеграм-канал, там я присылаю скриншоты своих позиций, и это происходит практически сразу, как только я их открываю. И вот смотрите, что происходит. Вот здесь две продажи. Идеальный сигнал, идеальный сетап. Вот если вы когда-либо думали над тем, как торговать с трендом, вот это та самая ситуация, и я сейчас постараюсь подробно вам все рассказать. Итак, когда мы торгуем с трендом, есть несколько важных вещей. Первое, если мы внутри дня работаем, это время. Ничто так не важно для трейдера в первую очередь, да, как время торговли. Внутри дня есть определенные часы, определенные промежутки, когда мы должны быть. Не хочу, не могу, а именно должны быть у экрана. И это время с 16 часов плюс-минус, там диапазон 15 минут по Москве, до 18-18-15. То есть это золотое время для торговли, особенно золото, нефть, индексы, то есть когда открывается американская биржа, когда выходят новости, в это время максимальная волатильность и предельные шансы поймать движение. Поэтому время очень-очень важно. И здесь, если вы заметите, такой есть небольшой прямоугольник на экране, который немножко по цвету отличается от общего фона. И вот это как раз зона, которая определяет мою торговую сессию. Вот вы видите, что сигнал, мы до него сейчас дойдем, появился прямо в самом начале моей торговой сессии. И это очень важно для качественного сигнала по тренду и вообще для торговли в целом, потому что мои лучшие сделки по тренду, на разворот, против тренда, они, как правило, в самом начале сессии. И вот здесь приходит информация, вы можете в Телеграме как раз увидеть скрин еще до отработки. И приходит информация на мои радары, на трендовый сканер, что продаем золото. И второй здесь очень важный пункт после времени, это, если мы говорим про тренд, один вопрос, да, передняя сторона этого тренда или обратная сторона. Переднюю сторону тренда всегда я определяю с помощью моментума, а точнее линии моментума, которая находится внизу моего графика. Видите, вот здесь две линии идут. Когда тренд находится на передней своей стороне, то есть только начинается или в горячей фазе, эти линии моментума снижаются, и между ними есть расстояние. Второй пункт – это то, что гистограмма красная ниже минус 50. То есть вот уровень минус 50, гистограмма ниже минус 50, да. Линии моментума снижаются, да. Между ними есть расстояние, да. Вот это очень важно для любой абсолютно системы, если вы, например, сейчас ее создаете, чтобы ваши условия были объективные. То есть вижу или нет. Если вижу, то что делаю дальше? Мыслительный процесс именно так должен быть построен. Угу. Если то. Если я вижу символ в таблице, например, моего сканера трендов, и я вижу, что гистограмма минус 50 и ниже линии снижаются, между ними есть расстояние, то что я делаю дальше? И вот здесь мы подходим к следующему пункту. Это место входа в рынок. У нас с трейдерами, особенно это касается начинающих трейдеров, всегда одно место входа в рынок, одна зона входа в рынок, которая автоматически также определяется системой, находится она недалеко от вот этих красных точек. Видите, красные точки? То есть, когда мы говорим про нисходящий тренд и переднюю сторону тренда нисходящего, мы всегда думаем о зоне продаж, то есть красной точки, ассоциации, вот это очень важно, да? То есть, если у меня продажа, значит, где я уже эту картинку могу представить легко, еще до того, как это все произошло. И когда цена приходит к нужной зоне, у меня уже готово, да, по факту решение. То есть нет никаких вот этих серых зон между действием, между процессом принятия решения, и это позволяет тебе торговать без внутреннего вот сопротивления, без внутренних каких-то сомнений, колебаний, когда уже вот, казалось бы, ну все очевидно, а ты что-то еще там не уверен где-то. Еще надо посмотреть другой таймфрейм, при этом мы на другой таймфрейм здесь не смотрим. Можно посмотреть на 5-минутку, но по факту 90% информации и времени,
которое мы проводим, это именно у экрана и на минутном таймфрейме, да, у экрана на минутном графике. Поэтому переходить на другой таймфрейм, чтобы что-то подтвердить, зачем? Какие-то там чертить линии тренда, зачем? Смотреть на какой-то более старший таймфрейм, чтобы там нарисовать линию тренда или уровень, зачем, когда все это уже готово с других таймфреймов, и система сама показывает и уровни со старшего таймфрейма, и состояние тренда, и волатильность, и ключевые критерии. То есть все уже стекается на один график с других, и не нужно каждый раз щелкать мышкой туда-обратно, чтобы понять, что тебе делать. Более того, это может захватить твое внимание, отвлечь тебя от именно момента принятия решений, поэтому часто у трейдера то входы своевременные, то с опозданием, то наоборот, да, он слишком торопится, то есть нет какой-то вот стабильности. Да, иногда получается, что там залетает какая-то сделка, но на дистанции не удается удержать прибыль, да, и постоянно открывать одни и те же сделки, то есть они такие эпизодами что-то там получилось и все. И вот когда у тебя есть такой процесс, его легко воспроизвести снова, легко повторить и легко стать постоянным. Следовательно, где постоянство, там дисциплина и там профиты. Поэтому первое, когда мы торгуем внутри дня, это всегда время. Если неудобно торговать внутри дня, эта система вот так настраивается для часовых, 4-часовых графиках. И можно работать свинг, такой позиционный трейдинг, если у тебя нет времени, бизнес, работа и прочее. Поэтому время важно. И не только это американская, это может быть и европейская сессия, просто она скромнее, там меньше активности, меньше символов, которым можно торговать. Передняя сторона тренда – это обязательно, да, это необходимо тебе знать, как определять переднюю сторону, также легко, объективно, используя, не знаю, индикаторы, какие-то объемы, паттерны и прочее. Я использую вот этот инструмент, который внизу, это моя авторская разработка. Меня часто спрашивают трейдер Аркадия, как она работает, на основе чего. Она использует данные старшего таймфрейма, использует волатильность, скорость изменения цены, сравнивает с предыдущим периодом и показывает мне текущую силу тренда. И с помощью нее я могу определить рынок сильный или слабый. Плюс поверх гистограммы эти две линии, они также сглаживают шум, убирают лишние сигналы и позволяют мне понять именно вот самый-самый момент, стоит ли входить. Например, когда линии вот так уже себя ведут, начинают подниматься, видишь, между ними, вот это самая главная фишка, между ними расстояние меньше становится. И это для меня сигнал к тому, что рынок теряет силу, да. Рынок теряет силу, и иногда бывало такое, вот, например, сегодня я торговал DAX индекс с утра, там идеально все по тренду, надо покупать, я покупаю, бац, цена разворачивается. И раньше, например, я не знал, что мне делать, да, против тренда входить, может быть, еще не время, а по тренду потерял деньги, ты такой в какой-то вот между с этими состояниями двумя находишься, что мне делать? То есть с минусами, и уже как бы страшно, и уже как бы не уверен, да, а тут что произошло? Я увидел трендовые сигналы, да, они не сработали, и тут же система дает контртрендовый сигнал, я переворачиваю, делаю профит. И без всяких там эмоций, колебаний. Но сегодня мы не разбираем контртренд, я к тому, что за счет вот этих объективных критериев ты можешь не только зарабатывать по тренду, да, но и понимать, когда, например, этот тренд иссяк, или когда уже лучше развернуть позицию, а не вот так в ступоре стоять, почему это произошло, где там что пробили, какой там индикатор, что не так показал и прочее. То есть ты сразу переключаешься между режимами, когда у тебя, я говорю, вот это есть вот этот фундамент. Время, передняя сторона, потому что если она не передняя, то она какая? Обратная сторона, и ты знаешь, как она выглядит. Например, когда линии поднимаются, и между ними расстояние меньше, значит, что-то идет не так, или нужно входить против тренда, или нужно, да, выходить из тренда, например. Ну и место входа. Место входа – это всегда то место, куда обычно возвращается цена. Ну, например, когда идет у тебя тренд, да, вот идет тренд, ты же знаешь, что чаще всего будет некое восстановление, да, коррекция. И куда она происходит чаще всего? И вот, наблюдая годами за поведением цены, я заметил, что чаще всего она будет возвращаться к определенному уровню, к определенной границе, другими словами, волатильности. И тогда я сделал акцент на вот эти зоны, да, волатильности, там добавил свои фильтры, в частности, фильтры пробоя этих зон и прочее. В общем, не так важно, это техническая часть. И смысл в том, что когда цена вот сюда, к этим красным точкам приходит, откатывает, я понимаю, что вероятность отскока от них очень высокая. Более того, когда мы торгуем в этих зонах, вот это отдельным пунктом я вынесу, мы берем, как правило, две позиции.
две позиции. Для чего? Для того, чтобы сначала взять быстрый первый тейк, вот как здесь, и остаток, то есть стоп-лосс второй позиции, двигать как раз за этими же красными точками на случай сильного тренда. Это убирает страх упустить возможность, потому что ты в любом случае заработаешь деньги, если цена пойдет в твою сторону, да, и тебе не нужно открывать новые сделки, следовательно, ты больше не рискуешь ничем, потому что если, например, ты здесь взял прибыль, и потом цена идет в твою сторону, и ты думаешь, так, а может быть еще раз продать, и продаешь, то у тебя новый риск появляется. Если цена пойдет против тебя, ты получишь стоп, и в итоге ноль из этого всего тренда. Поэтому мы, как правило, стараемся работать по тренду один раз, но двумя позициями. И если это происходит в начале сессии, это наша классика. Да, рабочий тренд, то есть, когда цена идет в нашу сторону, порой может принести там и 5, и 10 к 1 прибыли к риску. Ну, например, ваш там риск $100 при большом движении в вашу сторону вы можете сделать 800 и 1000. И это не какая-то там мистика, фантастика, это абсолютная реальность, если ты доверяешь этому процессу, если ты не спрыгиваешь каждый раз с этих правил, да, и то один день ты торговал по правилам, у тебя все нормально, потом второй день что-то пошло не так, ты их бросил или начал что-то там выдумывать. То есть придерживайся правил, будь постоянным, и тогда ты обязательно поймаешь хороший тренд. Он не бывает часто, ты не знаешь, когда он будет, но если ты следуешь всем этим, всей этой последовательности, да, там время, передняя сторона тренда, место входа, то будет день, например, в среднем это один день в неделю, когда гигантские движения, там на золоте, может быть, на нефтяном рынке, ты этого не знаешь, система подскажет тебе, когда, где ситуация готова. И тебе останется только зайти в рынок и ничего не мешать, да, ничего не придумывать, не мешать системе отрабатывать, потому что чаще всего мы сами, трейдеры, все усложняем, сами, когда находимся там в позиции, начинаем додумывать что-то там, вот здесь все кажется разворот, вот здесь пора выходить. Откуда ты знаешь? Да, если, например, система еще тебе не показала. Да, чаще всего мы привносим свое мнение туда, где ему не место. Да. Есть объективный критерий разворота, и вот мы ими должны пользоваться, а не то, что, я думаю, что нет, здесь, наверное, все, хватит, там, примерно такого рода рассуждений. Вот. И когда ты имеешь все вот эти критерии объективными, то есть и место входа, и определение передней стороны, и время, и когда двигать стоп, то торговля, она становится организованной. Следовательно, и твои действия становятся постоянными. И ты понимаешь, что ты наконец-то приобретаешь контроль не над рынком, а над тем, что тебе нужно делать. Вот главная цель вот такой системы. Привнести дисциплину постоянства в свой трейдинг и при этом сделать его максимально простым, без, я говорю, вот этих вот постоянных там анализов и прочего. Да, анализировать нужно рынок, но когда он сам к тебе пришел уже с готовой картинкой, с готовым сетапом, и там ты можешь, да, анализировать, например, какие-то свечи, да, круглые числа, если, например, ты входишь в рынок, посмотри на правую вертикальную шкалу, нет ли там круглых чисел. Можешь даже изучать какие-то price action паттерны, в этом нет проблемы, но когда ситуация уже готова, когда, там, скажем, 80% задач уже выполнена роботами, потому что нужно отсеять шум, убрать лишние сигналы, ведь на рынке всего лишь 20-25% ситуаций, где мы можем зарабатывать по тренду, все остальное шум и развороты. И как вот из всего вот этого хаоса выявить те рынки, тот момент, то место, то время, когда нужно работать. Вот простой шаблон, простая схема. Вы можете подключить эту систему. Ссылка есть под этим видео. И подписывайтесь в телеграм-канал. Там вживую все выходит в реальном времени. И вы можете мои скриншоты изучать, какие-то свои выводы делать, может быть, что-то добавить в свою систему, а может быть, понять, что хватит уже терять время и деньги впустую и подключить программы, например, старт, если вы новичок, или про, если вы уже активно торгуете, или про плюс, если вы смотрите на трейдинг всерьез и хотите получить это без ограничений по времени и использовать это на любом рынке, акции, валюты, фьючерсы, крипта и также на любом таймфрейме. И всего лишь 1 час – это обучение. Дальше только практика с моей поддержкой, либо с поддержкой моей команды. Все, до связи. Пока-пока. Все ссылки внизу.